Друзья, всем доброго времени суток. Что хочу сказать, что уже больше месяца я торгуюсь за Nissan NV200. Либо нам нужен пятиместный, либо семиместный. И пока ничего не можем купить в наш бюджет. Бюджет, конечно, у нас маловат для такого автомобиля. Бюджет сначала был 800 тысяч рублей, чтобы машина вышла в Владивостоке. Сейчас уже 850. И все равно пока не удается купить. Для тех, кто не знает, что такое NV200, сейчас я вам немножко покажу. Это такой, можно сказать, микроавтобус, фургон грузопассажирский. В принципе, он очень пользуется сейчас популярностью. Почему? Потому что, скажите мне еще, напишите, кстати, в комментариях, что можно купить, какой вот грузопассажирский автомобиль в сумму 1 000 000 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы этот автомобиль был, просто рабочей лошадкой для вас. Вот этот автомобиль как раз можно купить за такую сумму. Кто не знает, вот выглядит он вот таким образом. В принципе, тут ничего особенного нет. Обычный автомобильчик. И вот смотрите, есть множество комплектаций. Есть пятиместный автомобиль, то есть 2 сиденья впереди и задний ряд сзади. Есть семиместный, где еще третий ряд присутствует. Сиденья складываются, видите, сзади огромный багажник для перевозки груза. То есть обычно такие машины покупают либо для работы, либо какие-то индивидуальные предприниматели, предприятия, для того, чтобы перевозить не только персонал, но и какой-то груз. На стройке их покупают. Очень хорошо. Вот, в принципе, я даже не знаю, что за 1 000 000 рублей там можно еще купить из Японии, чтобы он вот такие же функции выполнял. И сама машинка неприхотливая. Качественная, хорошо ездит, служит верой и правдой. Так вот, смотрите, этот автомобиль, как я уже сказал, выпускается во множество комплектаций. И от этих комплектаций, конечно, зависит и уровень комфорта автомобиля. Есть автомобили вообще грузовые, где только один ряд сидений и сзади просто цельнометаллический кузов. У нас же заказ на 5 либо 7 местный автомобиль. То есть либо 2 ряда сидений, либо 3 ряда сидений. И если мы полистаем комплектации, мы здесь можем увидеть, что, во-первых, DX пятиместный есть, да, 1.6, это 109 лошадей. И также есть у нас 2R, 3R. Вот 2R, 3R отличаются тем, что 2R это пятиместный, 2 ряда сидений, 3R это уже семиместный. Если развернуть, то в принципе можно увидеть эти характеристики. Вот видите, 7 мест, 5 дверей. И к тому же есть вот эти вот комплектации DX пятиместные. Нам они не подходят. Почему? Потому что в комплектации DX потолок вообще ничем не обшит. То есть просто металл внутри салона. Это самый такой бюджетный вариант, самая бюджетная комплектация. Нам нужно, чтобы потолок был обшит. Так вот, как я уже сказал, что у нас бюджет сейчас уже 850 тысяч рублей. Давайте же посмотрим, за какие суммы вообще по статистике уходят эти автомобили и на 5 и 7 местные. Было пару раз, должен вам признаться, такой случай, когда перебивали нашу ставку всего лишь на 20 тысяч рублей, на 25 тысяч рублей. 2 раза такое было. И вот такие случаи самые обидные, когда перебивают всего лишь там на совсем маленькую сумму, что прям вот уже близка была удача, но все-таки перебили. Всего лишь вот пару раз такое было. И причем это были варианты с пробегом 120, по-моему, 110 тысяч километров с оценкой 3,5 балла. 4-бальный, соответственно, конечно же, за 850 тысяч не возьмем. Так, смотрите, у нас вообще такие запросы, что автомобиль желательно взять до 100 тысяч километров, но сейчас мы уже смотрим 110 и 120, то есть 100 с копейками тоже рассматриваем. 150, 160, 170, конечно, уже не смотрим. Вот давайте, допустим, 2015 год был продан за 703 тысячи йен, 3,5 балла оценка. Это у нас 3R, то есть 7-местная комплектация. В принципе, хорошая машинка. И так как машинка это берется тоже для стройки, по кузову нет прям такого существенного какого-то, знаете,
ограничение, что вот ни одной царапинки, ни одной вмятинки. То есть, ну, какие-то мелкие допустимы. Но смотри, 132 тысяч пробег, 703 тысячи йен, в Владивостоке она выходит 912 тысяч рублей. 912 тысяч рублей. Пойдемте дальше. И проблема еще, кстати, заключается в том, что этих машин в день торгуется одна, ну максимум две. То есть в таких вот комплектациях 5-7 местные. И, конечно же, очень тяжело ее ухватить. Ну вот смотрите, за 220 тысяч пробег, понятное дело, уже R и продано за всего лишь 366 тысяч йен. Ну вот с таким пробегом можно уложиться в 800 тысяч, вот 753 тысячи в Владивостоке выходит. Но, сами понимаете, пробег уже великоват, поэтому смотрим все-таки поменьше. Так, вы видите, даже статистики продаж, вот не продано за 544 тысячи йен, даже статистики продаж, их очень мало продано. Переходим на следующую страницу. DX, кстати, вот много, но и они существенно прям дешевле. Ну, потому что бюджетный вариант. Так, 2R. Опять же, пробег 202 тысячи километров. Такой не смотрим. 3R. 23 тысячи километров пробег. 2016 год. Продан за 1 273 тысячи йен. 4-бальный. Поэтому такой дорогой и маленький пробег. 1 195 тысяч рублей во Владивостоке. Такой вариант обходится. 4-бальный. Ну, мелкие царапинки есть, ничего страшного. Ну, то есть, что я вам хочу сказать, что с пробегом 100 с копейками, там 100, 110, 120 тысяч километров, в принципе, эти автомобили выходят до миллиона. От 900 до миллиона. Если рассматривать пробеги до 100 тысяч километров, то уже выше миллиона они идут. За 950 уже такой вариант очень тяжело охватить. Так, 3R не продано. Опять 222 тысячи пробег. Большие пробеги. Вот, смотрите, вариант 123 тысячи пробег. 2R это 5-местный автомобиль, 3,5 балла оценка. О, кстати, 764 тысячи рублей. Очень хороший, кстати, вариант. Так, а я что-то не помню, мы на него ставили. Так, это какого числа у нас было? Это 7 октября. Возможно, там делали небольшой перерыв. И, возможно, я в это время не смотрел машины. Сейчас вот я последнюю неделю опять начал смотреть. Вот этот автомобиль мы могли бы ухватить. Хороший вариант. Так, ну давайте еще посмотрим. Это прям единственный вариант, который вот в пределах 800 тысяч нашел. Вот кстати, на самый первый вариант, который ушел сейчас покажу вам. Так, где он? 3R, вот этот вот вариант за 703 тысячи йен. Мы как раз на него ставили тоже. И вот ушел он на 912. Ну, получается на 70 тысяч рублей дороже нашего бюджета. В принципе, тоже не сильно обогнали, но все-таки выше бюджета. Поэтому, друзья, машинка, как я уже сказал, для работы очень популярная. Многие ее просят купить. И она пользуется спросом, поэтому не так-то просто в маленький бюджет ее ухватить. То есть, для такого автомобиля нужно иметь хотя бы миллион, и можно взять достойный вариант. Давайте еще посмотрим, какой-нибудь вариант найдем. Здесь вот тому человеку, который у меня покупает эту машину, у них не только для перевозки груза, но и для перевозки персонала. Поэтому хочется все-таки, чтобы потолок был не металлический над головой, а с обшивкой. Поэтому такие у нас требования. Ну вот опять 2R не продано, мало их, мало.
те комплектации, которые нам нужны, их мало. Тут еще есть в комплектациях вот такие вот варианты. Смотрите. Chair Cup называется. Chair Cup One Wheelchair. И они тоже 7-местные. Но таких я вообще пока еще не встречал. 6-местные есть. За последние вот недели я таких вообще вариантов не видел. Ну вот, смотрите. Ну опять 243 тысячи йен. Ну, в общем, все понятно примерно, да, по ценам. Один последний вариант сейчас еще рассмотрим. Ну вот, давайте 3R, вот как раз 14 год. Мы рассмотрим от 14 года до 17 года. Ну, реально купить 14-15 год за наш бюджет. 14 год 93 тысячи пробег, вот прям по нашему запросу. Продан за 737 тысяч йен, 4-бальный. В Владивостоке он выходит 928 тысяч рублей. Ну вот, как я и говорил, что нужно иметь миллион. И тогда можно, в принципе, хороший вариант урвать. Там второй ряд сидений, третий, видите, ряд сидений у них по бокам. Они складываются при желании. Вот когда сложное сиденье, вот такая вот получается конструкция. Есть очень много места для перевозки груза. Вот такая вот, ребят, машинка. Поэтому, кто интересуется, прикидывайте бюджет, чтобы вот не торговаться, как мы там по месяцу, по полтора, по два, то нужно иметь ближе к миллиону. Если у вас 850 тысяч, 850-900, то нужно будет, конечно, набраться терпения и выхватывать вот такие вот варианты, где пробег там 100-110, R, либо 3,5 балла, и на них уже ставить. Все, на этом все. Сегодня такое коротенькое видео, мини такой обзорчик на Nissan NV200. Показал вам цены, за которые они продаются, и какой нужен бюджет для покупки этого автомобиля. Спасибо вам всем за внимание. Подписывайтесь, комментируйте. Буду рад почитать, ответить. До скорых встреч.